Россия пытается не допустить ухода Армении с орбиты ОДКБ. Мнение из Еревана. Мы рассчитываем, что в интересах будущей безопасности дружественной страны, да и в целом всего региона, наше партнерство с Арменией в рамках ОДКБ будет полноценно возобновлено. Мы подтверждаем, что на этом этапе двери для возврата Еревана к полномасштабному сотрудничеству в ОДКБ открыты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. ОДКБ – военный блок, действующий под эгидой России. В него входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Власти Армении длительное время отказываются участвовать в работе организации, заморозили свое участие в ней. Объясняют это тем, что союзники не только не отреагировали, когда Армения обратилась за помощью в связи с вторжением вооруженных сил Азербайджана на свою территорию, но даже не дали политической оценки. В оправдание своего бездействия в ОДКБ заявили, что граница не делимитирована. На что премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил: «Если сказать, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит нет ОДКБ, потому что у ОДКБ есть зона ответственности, которая определена границами. Если нет границы, то нет и зоны ответственности. Если нет зоны ответственности, то нет и организации». Ранее с аналогичным заявлением выступил помощник президента России Юрий Ушаков. Он заявил, что Россия не ставит под сомнение право армянских партнеров определять свой собственный курс. В то же время Ушаков напомнил, что Ереван де-юре продолжает оставаться членом ОДКБ со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Эти заявления последовали за информацией о том, что Никол Пашинян не намерен участвовать в саммите ОДКБ в Астане 28 ноября. Пресс-секретарь премьер-министра подтвердила, что позиция Армении касательно замораживания участия в деятельности ОДКБ не изменилась. Последние заявления из Москвы свидетельствуют о кризисе в военном блоке ОДКБ, считает политолог Ара Погосян. Теперь перед Россией стоит задача восстановить репутацию организации и не допустить ухода Армении с орбиты ОДКБ и из сферы влияния России. Из Москвы утверждают, что США стремятся полностью подчинить Армению. Служба внешней разведки России выступила с заявлением: США не оставляют планов навязывания так называемой демократизации, преследуя цель полностью подчинить Армению. Однако подобная практика в других странах и регионах показала, что она несет разрушение. Примеров тому много на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке. Наиболее яркий – нынешнее состояние Украины. В том же сообщении российского ведомства говорится, что американцы задумываются, как не дать Еревану сойти с так называемого демократического пути. Российская служба внешней разведки полагает, что в США сомневаются в необратимости курса Армении на сближение с Западом. Кроме того, в заявлении СВР говорится, что Вашингтон способствует продвижению прозападных сил Армении. Уже начата политическая раскрутка прозападных партий с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 году. Этим бескомпромиссным приверженцам демократии ставится задача бить по рукам армянскую исполнительную власть, если та, по примеру правительства соседней Грузии, вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа. Политолог Ара Погосян видит в российских заявлениях подтекст всячески удержать Армению в сфере своего влияния. По его мнению, заявление службы внешней разведки России о деструктивной деятельности Запада выдает собственные тревоги и деструктивность. В связи с этим Погосян приходит к выводу, что в России фактически больше нет институтов, заявления или разъяснения которых можно было бы воспринимать всерьез. Атмосфера российско-американской холодной войны дает основание думать, что в основе этого заявления пропаганда, которую намерены применять в качестве российской мягкой силы для воздействия на психологию армянского общества. По мнению политолога, Россия вытесняется из Южного Кавказа и протекающих здесь процессов, важнейшим из которых является регулирование армяно-азербайджанских отношений. Москва пытается позиционировать себя в регионе с помощью подобных пропагандистских уловок, говорит эксперт. Между тем, укреплять свои позиции нужно было раньше, вовремя отреагировав и предприняв шаги в момент вторжения Азербайджана на суверенную территорию члена ОДКБ Армении. А бездействие России создало в регионе определенный вакуум.
И его заполнили, пришли на помощь Армения, Индия и Франция. В то же время заявление из Москвы Ара Погосян расценивает как вполне логичные с той точки зрения, что юридически Армения по-прежнему является членом российских интеграционных структур. И если она выйдет из ОДКБ, это будет иметь как политические, так и моральные последствия. В первую очередь, это будет удар по организации, действующей под эгидой России, ведь именно Россия является лидером и гарантом безопасности членов этого блока. И сейчас, в результате собственной политики, Россия оказалась в ситуации, когда она не смогла выполнить функцию обеспечения безопасности одного из ее членов. Российская сторона пытается сейчас восстановить репутацию своего военного союза ОДКБ. Для русских уход с КПП на границе Армения-Иран вовсе не красная линия. С 1 января 2025 года КПП на госгранице с Ираном будет полностью контролироваться пограничными войсками СНБ Армении, то есть его покинут пограничные войска ФСБ России. Армянские пограничники будут подключены и к охране всего периметра государственной границы с Ираном и Турцией. О том, что такая договоренность достигнута в ходе встречи Пашинян, Путин, состоявшейся накануне в Москве, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назили Багдасарян. Пограничное управление ФСБ России охраняет государственную границу Армении с Турцией и Ираном на основании межгосударственного соглашения о статусе пограничных войск Российской Федерации, дислоцированных на территории Республики Армения, и условиях их деятельности. Стороны подписали его в 1992 году. Несколько месяцев назад российские пограничники покинули и аэропорт Звартнац, а также приграничные с Азербайджаном области Армении. В регионах Армении они дислоцировались после Карабахской войны 2020 года. Большинство армянских аналитиков считают последнюю договоренность об уходе российских пограничников результатом последовательной работы армянской дипломатии и естественным продолжением начавшегося ранее процесса. Но есть также мнение, что по своему геополитическому содержанию она является не армяно-российской, а российско-иранской. Предыдущая подобная договоренность также была достигнута в ходе встречи Пашиняна и Путина. Это было 8 мая 2024 года. Тогда армянский премьер смог договориться об уходе российских пограничников из аэропорта Звартнац и из приграничных с Азербайджаном областей Вайоц-Дзор, Тавуш, Сюник, Гегаркуник и Арарат. Пашинян сказал, что сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет. Поэтому президент Путин согласился, и вывод наших военных пограничников был согласован, заявил тогда представитель Кремля Дмитрий Песков. С 1 августа службу в аэропорту уже несут пограничные войска Службы национальной безопасности Армении. Официальной информации о том, сколько российских пограничников служили в аэропорту Звартнац, нет. В СНБ заявили, что это государственная тайна. Но известно, что они не покинули территорию Армении. Покинувшие аэропорт Звартнац, российские пограничники продолжают службу на границах Армения-Турция и Армения-Иран, сообщили из СНБ. Политолог Лилит Даллакян считает достигнутые в Москве договоренности позитивным шагом и определенным успехом. Это свидетельствует о повышении суверенитета Армении, и это очень важно, особенно в контексте углубления наших отношений с Евросоюзом. То, что мы не контролируем и даже не присутствуем на своих двух важных границах, не могло восприниматься как норма. При этом она подчеркивает, что россияне покинут только КПП, но продолжат нести службу как на армяно-иранской, так и на армяно-турецкой границе. Лучше было бы, чтобы российского контроля не было вообще. Необходимо двигаться маленькими шажками, но в быстром темпе. Мы должны использовать весь имеющийся инструментарий, чтобы выдворить их из границы. По мнению политолога, уход из КПП не является для России красной линией. Русские знают, что грузы, которые будут перевозиться через армяно-иранскую границу, не будут противоречить интересам России. Кроме того, они сохраняют здесь свое присутствие. Даже если на КПП их не будет, они продолжат присутствовать на армяно-иранской границе. Красная линия для Москвы – совсем уйти с границы. И на данный момент я это не считаю реалистичным, пояснила она. Лилит Даллакян напоминает слова российских чиновников, прозвучавшие накануне.
По ее мнению, их заявление свидетельствует о том, что армяно-иранская граница имеет стратегическое значение для России. Сначала Песков использовал выражение «Зангезурский коридор». Так власти Азербайджана называют дорогу через Армению для связи с Нахичеванью. Россия претендует на контроль этой дороги. Затем российский вице-премьер Оверчук заявил, что Армения и Азербайджан не смогут без России разблокировать региональные коммуникации. Это значит, что Россия не собирается уходить отсюда. В обмен на уход своих пограничников Москва получила какие-то уступки от Еревана, не исключает политолог. Это выяснится в ближайшие дни, когда появится дополнительная информация, говорит она. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.